весна, парады, дача, свежий воздух и целая неделя выходных. Что это за такое волшебное время в России? Это майские праздники. Привет, друзья! Меня зовут Сергей, и добро пожаловать на мой канал по-русски издалека. Как я уже сказал, сегодня мы будем говорить о майских праздниках. Что это такое? Почему русские отдыхают почти 10 дней в начале мая каждый год? Да, как так получилось? Сегодня об этом мы будем говорить подробно. И как обычно, не забудьте поставить лайк этому видео, если вы смотрите канал уже не первый раз. А если вы пришли только первый раз, то добро пожаловать! Поставьте лайк. Я думаю, что я могу заслужить ваше доверие. Ну что, вы готовы? Поехали! Итак, сначала давайте разберемся, когда же у нас проходят эти майские праздники. Проходят они обычно всегда в начале мая, то есть, как вы видите, это календарь на этот год, и в этом году официальными выходными является 1 мая, 2 мая, конечно, 3, 4, потому что это суббота, воскресенье, а также 8 мая и 9 мая. Вот. То есть получается 4 дня выходных, да? А здесь 5, 6, 7 люди, по идее, люди работают. Но многие люди, не все, конечно, берут отпуск, да? Люди берут отпуск на это время, и получается тогда у них очень большие выходные, да, получается, начиная с 1 мая, да, и заканчивая 11 мая. То есть получается 11 дней. Вот. Поэтому мы называем это майские праздники, потому что они идут почти 10 дней, да, ну, для некоторых меньше, но многие люди именно так и делают. Вот. Ну, сначала вообще давайте разберемся, что это за такие праздники. Ну, возможно, вы слышали, что 1 мая празднуется Международный день труда, или, как сейчас называют, праздник весны и труда. Интересно, что этот праздник берет свои корни еще до советского времени, еще, то есть за движение рабочих, которое случилось еще очень давно. Вот. И в советское время, как праздник этот отмечался, проходили большие демонстрации, как вы видите здесь, люди вместе шли с флажками Советского Союза, да, и у них были цветы, и самое главное, в то время люди всегда, был такой слоган, да, получается, этой демонстрации назывался «Мир, труд, май». И как вы видите, слово «мир», оно было не в смысле, что наш мир — земля, а в том, что мир — не война, да, и был вот именно такой мир, труд, май. Вот. Это был слоган, получается, этой демонстрации. И то есть люди именно были за мир, против войны. Да? И труд, то есть труд — это трудиться, работать. Вот. И май, потому что это май. Вот. И поэтому так исторически люди отмечали, они ходили на демонстрации. Вы видите здесь на картинке, у нас есть одна, конечно, славянского вида женщина, но здесь есть женщина азиатской внешности и, вот, может быть, кавказской внешности, да, и то есть другие люди разных национальностей, это все были советские люди, то есть именно за то, что мы все вместе, да, мы, неважно, кто ты, русский, может быть, ты бурят, да, ты карел, мы все советские люди, мы все вместе, мы все рабочие, вот. Да. Но что интересно, также видите здесь, да, вот люди шли, это большая была колонна, и опять же здесь то же самое слово «мир», да, здесь написано «мир», немножко похоже на Северную Корею, да, сейчас, вот. Ну, то есть сама идея была очень хорошая, позитивная, понимаете, то есть мы, Советский Союз, тогда себя позиционировал, что
мы хотим, чтобы во всех странах был мир. Конечно, по факту это было не всегда правда, но все равно главная идея, да, главная идеология была, что мы за мир. Вот, были очень многие открытки, да, вот это открытки. Вот, здесь ведь мир, труд, май, здесь написано. День международной солидарности трудящихся. Так было официальное название праздника. Вот. Что интересно, смотрите, сейчас в России, я бы сказал, может быть, последние, когда появилась новая Россия, да, когда не стало Советского Союза, люди продолжали отмечать этот праздник, вот, ходили на демонстрации, и для многих это была тоже возможность выразить свой политический, показать свои политические взгляды. Видите, здесь было много, конечно, коммунистов, да, вот здесь написано, это КПРФ, Коммунистическая партия Российской Федерации, вот. Но в то же время были люди, это 2011 год, да, 2011 год, это были люди, допустим, здесь со флагом ЛГБТ, да, тогда это было нормально. Тогда выходили феминистки, выходили люди анархисты, то есть очень разных политических взглядов люди выходили просто, чтобы сказать, что мы есть, да, о нас не забывайте, о наших интересах тоже. Интересно, сейчас что изменилось? Во-первых, сейчас люди больше не используют слово «мир». Видите, здесь слово «мир» заменено на слово «весна». Весна, труд, май. Как вы думаете, почему сейчас нет слова «мир»? Я не знаю. Может быть, потому что у нас сейчас война, и если ты говоришь «мир», то значит ты дискредитируешь армию России? Ну, в общем, вы понимаете, о чем я говорю. Очень грустно. Другой важный праздник, да, это, значит, 1-2 мая – это День труда, а 9 мая, конечно, это День Победы, да, победа над фашизмом, который был в Европе в 30-е и 40-е годы, как вы знаете, была Вторая мировая война, да, а в России мы называли это Великая Отечественная война, Великая Отечественная война. Вот. И вообще нужно понимать причины этого праздника, да, ну, то есть, очевидно, День Победы, то есть люди победили фашизм, и они это отмечают. Но в советское время вот этот парад, да, у нас проходит парад на День Победы, в советское время вообще за всю историю Советского Союза парад на День Победы проходил только 4 раза. Это был, конечно, когда мы победили, это был 1945, да, 1945 год, это был первый парад Победы. Потом был 65 год, потому что было 20 лет, да. Потом был 85 год, это было 40 лет. И 90-й год, я не знаю почему, но, в общем, был 90-й тоже. Да, 90-й год, напишем здесь. Но почему не было много парадов, да? Да все потому, что этот праздник в СССР это не праздник, это как день памяти погибшим. То есть люди не радуются в этот день на самом деле. У нас была такая песня, это праздник со слезами на глазах. То есть в этот день люди плачут, потому что они вспоминают, что да, мы победили, но так много людей погибло, да, так много людей умерло, вот. И посмотрим, как сейчас люди отмечают. Сейчас есть очень хорошая акция, которая была придумана людьми, не властями, называется «Бессмертный полк». И бессмертный полк, как вы видите, значит, полк — это как дивизия, это как мини-армия, да, полк. А бессмертный, значит, который никогда не умирает. И что это значит? Это здесь люди идут с фотографиями, видите, здесь фотографии их бабушек, дедушек, которые были на войне, которые либо они прошли войну, либо они умерли на войне. То есть эта идея именно
в том, что мы помним наших предков, которые нас защищали, и мы очень благодарны им за это. И я думаю, что это очень правильный и это хороший мероприятие, да, потому что это главная идея праздника Дня Победы, не то, что мы победили, мы суперсильные, а то, что многие люди погибли, и мы должны отдать честь тем, кто нас защищал. Вот. Поэтому, да, «Бессмертный полк» очень хорошая акция, я поддерживаю. Вот, видите, здесь это был первый День Победы, мне кажется, в 1945 году. Назывался, здесь написано «Привет победителям», да, когда они вернулись. И я думаю, что вот это проходило, либо это 45-й, либо это 65-й. Я думаю, это 65-й год уже, да. Вот. И очень важной другой частью этого праздника, конечно, это ветераны. Да, ветераны войны. Сейчас они очень старые, бабушки, дедушки с орденами, с медалями. Видите, у них очень много медалей, очень много орденов. Вот. Я думаю, что очень важно, вот в советское время, когда был этот День Победы, да, то эти люди, они встречались вместе где-то в парках, и они могли поговорить и вспомнить их друзей, которые уже не с ними, которые погибли на войне. Потому что в советское время было, как бы они не хотели, чтобы люди обсуждали все ужасы войны. Они не хотели, чтобы люди говорили о том, как это было тяжело, а просто говорили: вот, вы герои, все, больше ничего не говорите. И только вместе, когда они встречались в этот день, они могли тихо вместе друг с другом поговорить о том, что они прошли. Ну, по крайней мере, так я слышал, я не знаю, это правда или нет. Вот. Проблема в чем сейчас, что наш День Победы — это больше не тот День Победы, который был в Советском Союзе. Сейчас это праздник милитаризма. И это началось не вот когда началась война в Украине, это началось еще последние 20 лет, как Путин пришел к власти. Он стал делать эти парады на День Победы каждый год, и он стал показывать: вот, у нас большая армия, вот, у нас очень классные танки, смотрите, какие мы сильные, да. И это все создало неправильный как бы сигнал обществу, да, вместо того, чтобы думать, что да, это был, мы победили, но это было очень ужасно, да, и мы больше никогда не хотим этого видеть. Однако сейчас, видите, многие люди в России, они красят их машины, как будто бы это танк. И здесь написано «на Берлин». То есть они готовы ехать снова, да, на Берлин, то есть атаковать Берлин. Но это не то, что они правда сейчас хотят атаковать Берлин, но идея в том, что они считают, что они такие сильные, что они могут сейчас пойти и тоже атаковать. И видите, у нас сейчас появился такой слоган, тоже написан здесь: «Можем повторить». То есть многие люди считают, что то, что они победили, они могут сделать это еще раз. И им все равно на то, что так много людей погибло. В Советском Союзе погибло больше 20 миллионов людей. В советское время был такой слоган «Никогда снова». Да? Потому что люди не хотят этого. Это было ужасно. Но чем дальше время шло, тем больше старые люди, кто это прошел, кто видел это, они умерли, а молодые люди уже просто это романтизируют и думают: это было классно, я тоже хочу еще раз. Но война — это не классно. Война — это всегда ужасно. Ну вот, в общем, это была первая часть видео, да, про то, что такое вообще эти майские праздники, почему они у нас есть. Ну, как сейчас на самом деле люди отмечают эти праздники? Ну, во-первых, люди ездят на дачу. Я думаю, что вы все знаете, что такое дача. Это наш летний дом, да. Вот. И на даче люди, как правило, работают. Да, у нас есть такие мемы, да, то есть люди думают, что на даче люди должны отдыхать. Вот здесь есть такой комикс. Вот. Ну вот, мы сейчас и на даче. Сейчас отдохнем, шашлычков пожарим, да. Шашлыки — это такие мясо на гриле.
Вот. Только сначала нужно грядки перекопать, да, то есть перекопать грядки, получается, вот у нас здесь есть эта грядка, да, и здесь нужно ее копать, использовать лопату, вот, да, лопата, вот, и нужно ее чик-чик-чик-чик перекопать грядки, вот. И здесь написано, значит, нужно перекопать грядки и дров наколоть, да, колоть дрова, да, это дерево, это дрова, и забор покрасить. То есть весь день вместо того, чтобы отдыхать, они работают. И так многие люди делают. И так многие советские люди делали, потому что больше нет времени, и нужно готовиться к лету. Вот. Другие люди, у кого нет дачи, сейчас предпочитают активный отдых. Они ездят, они ходят в лес, они катаются на велосипедах, многие занимаются альпинизмом, вот, или скалолазанием. Да, я очень люблю скалолазание, и я тоже, когда был в России, на майские праздники мы ездили на скалы, мы лазили на скалах, а также я один раз с моим другом, мы поднимались на гору, на Мунку-Сардык. Очень классное было время. Вот. А что еще люди делают на эти праздники, да? Как я сказал, люди едят шашлыки, да, шашлыки — это вот мясо, но можно делать веганские шашлыки без мяса, например, грибы. Вот, очень вкусные грибы, я думаю, мне очень нравятся. И также люди смотрят салют, да, фейерверки или салют, мы называем это, на этот праздник. Так что да, так проходит это время. Это все на сегодня, друзья. Надеюсь, вам понравилось это видео. Скажите, в ваших странах люди отмечают майские праздники, отмечают День труда или День Победы? Напишите в комментариях под этим видео. И что вы думаете о русском Дне Победы? Да, это очень противоречивая тема, но мне интересно ваше мнение. Вот. Как обычно, я бы хотел сказать спасибо всем моим патронам, таким как Джош, Джоэл, Джефф, а также Андрея, Холли, Лиз и Брюс Ли. Спасибо вам большое, друзья. И также, если вы хотите поддержать мой канал, вы можете купить мне чашку кофе на Ko-fi. Сейчас я собираю деньги на покупку оборудования для моего канала. Если вы мне поможете, я очень буду вам за это благодарен. Спасибо большое, друзья. До скорого и пока-пока.